Действительно ли любое общение, взаимодействие, управление является по определению манипуляцией? Нет. Если признаю за другим человеком его достоинство, то я автоматически не буду переходить определенных этических границ, использовать его как средство для достижения своих целей. Если для меня в обществе важен порядок, равновесие, а не только моя личная нажива, то это управление, а не манипуляция. Почему тема манипуляции в особенности важна именно в религиозных сообществах, именно с участием религиозных деятелей? Почему я рассматриваю современную религию исключительно как манипулятивную тему? Ну, вообще, для всех людей есть три наиболее важных темы, которые интересуют каждого. Во-первых, это тема секса. Во-вторых, это тема собственности и тема религии. Тема секса важна, потому что здесь мы порождаем жизнь. Эту жизнь мы защищаем и организуем в собственности. А религия важна, поскольку мы пытаемся направить нашу жизнь в бесконечность, в некое иное измерение. Но если в сексе мы худо-бедно научились, может быть, устанавливать какие-то границы перед своими компаньонами, отделять там газлайтеров от абьюзеров или наоборот. Если мы наловчились худо-бедно не пускать вора в свой дом или в свой гаджет, то с религией все гораздо сложнее, потому что она касается нашего внутреннего мира, где, как правило, царит абсолютный бардак. Научное просвещение чрезвычайно важно, но, как правило, просветители работают в своем собственном мирке, в своем собственном сообществе. И те люди, которые их слушают, по большому счету, они заранее мотивированы на научный подход, и они разберутся с этим даже без просветителя. А вот в религиозных сообществах творится совершенно другое дело. 2 недели назад я выложил на своем YouTube-канале видео, в котором отец Скатаси последовательно по пунктам, во-первых, опроверг научное видение мира, во-вторых, попытался доказать, что наука – это всего лишь навсего одна из форм религиозного сознания. И таким образом борьба науки и религии – это всего лишь навсего нечистоплотное соперничество. Почему нечистоплотное, религиозные деятели отлично знают. Это видео собрало огромное количество отзывов, просмотров, и большей частью зрителей было воспринято за чистую монету. Между тем, это была лабораторная работа, призванная показать, как с помощью религиозной лексики и риторики происходит работа среди специально заранее подготовленной публики в религиозных сообществах. И почему, собственно говоря, просвещение до туда не доходит. Отец Скатаси, на мой взгляд, в общем-то, с этой задачей справился. Он предоставил нам иллюстрацию того, как выглядит, во-первых, форма, во-вторых, конкретные методы религиозной манипуляции. Здесь я намерен, не беспокойтесь, не все 55 минут бреда отца Скатасия, а лишь наиболее важные для нас, для понимания действия религиозного сознания, наиболее важные формы и методы религиозной речевой и понятийной манипуляции разобрать. Чем важно видео отца Скатасия и данная лекция? Тем, что мы здесь работаем на территории противника. Не в приличных университетах, где люди стесняются мракобесия, необразованности, эмоциональности, просто своих каких-то нечистоплотных ухваток используемых, а в совершенно других сообществах. Что там происходит, как люди думают и как люди заставляют думать о чем-то других людей. Итак, прошу. Вот здесь вы можете найти видео, в котором я разбираю религию, современную религию, исключительно как область манипуляций. Манипуляций, исходящих из религиозных сообществ.
Я отрицаю всяких там разных гипноз, там, внушение, промывку мозгов и так далее. В религию приходит тот, кто хочет прийти в религию. Не в том смысле, что он изначально туда нацелился, а в том, что у него есть некий внутренний дисбаланс, который он хочет решить вот определенными путями. Поэтому он ждет правильно услышанных слов. И что теперь из-за этого? Пускай он идет туда, да, падающего подтолкни, пускай они все проваливают в религиозное сообщество, а нам в университетах оставят только здраво, трезво, научно мыслящих людей. Нет, разумеется. Никто не собирается падать, не сбивается в определенные сообщества, которые становятся большими, и через какое-то время по закону перехода количества в качество начинают мешать самому образу нашей жизни, начинают не спровергать само понятие здравомыслия, менять его на свое собственное. Ну и кроме того, хорошо тем, кому получится об этих вещах рассуждать абстрактно. А если дело воцерковления, внедрения в религиозную среду касается наших близких людей, родственников, друзей, тут не получится быть бесстрастными. И нужно все-таки разобрать их внутреннюю религиозную лексику, которая направлена, во-первых, наружу для привлечения новых адептов, во-вторых, для обработки адептов внутри своих собственных сообществ. И это исключительно манипулятивная, как я уже сказал, деятельность. Итак, про манипуляцию я говорил подробно, про Эрика Шострома я говорил подробно, смотрите прежние видео. Шостром выделяет несколько оснований, которые движут манипуляторами. В этом отличие манипулятора от ошибшегося человека, от лжеца, от психически больного человека, просто от того, чьи намерения мы не можем правильно истрактовать. Это ложь, о чем мы будем подробно сейчас говорить. Это неосознанный, то есть манипулятор автоматически определенные действия производит, как только он встречает жертву. Его задача не просто добиться эффекта, а жертву подчинить своему постоянному, регулярному контролю, и ему глубоко наплевать на все, что мы о нем думаем. Возможно, через какое-то время я расскажу о контроле, цинизме и неосознанных действиях в религиозных сообществах, а сейчас мы поговорим исключительно о лжи. Ложь как способ изменения реальности. Если человек к религиозному сообществу подходит близко, значит, у него уже начались проблемы с адекватностью. Уже даже не будем с вами уходить в философские дебри обсуждения того, что такое адекватность, объективность и прочее. Но правильно ли сказать, что все религиозные проповедники, все вруны, нечистоплотные гады, которые нацелены только на то, на наш кошелек, на нас как на пушечное мясо, на наши жизни, на наши лайки, на наши избирательные бюллетени? Нет, конечно же. Бывают искренние, бывают лжецы. Ведь из тех людей, которые искренне обращаются в религии, тоже получаются священники. Их не так уж и много. Они, как правило, не торчат на каких-то официальных позициях. Их даже не встретишь в официальных каких-то соцсетях, каналах и прочее. Но такие люди есть. Их специально на расплод оставляют, чтобы на них показывать пальчиком. Видите, какой добрый батюшка, какой замечательный мудрый рэбе, какой вдохновенный имам, как он замечательно вещает. Так что действительно есть такие люди, которые искренне верят и искренностью своей зачастую подкупают, которые не врут. Но два нюанса. Во-первых, нельзя по-подростковому противопоставлять лжеца и манипулятора. Давайте их расположим на определенной шкале. Каждый, наверное, стопроцентных манипуляторов не бывает. Когда я с некоторыми деятелями религиозных сообществ, в частности с православными священниками, епископами, по которым я, можно сказать, эксперт, беседовал на тему, веришь ли ты сам в то, что проповедуешь? Значит, если добивался определенной искренности, то мог уже анализировать ответ. Не было тех, кто говорил, что это абсолютно все полная чепуха. Как правило, говорили, что насколько-то на 30, на 10% они в это верят. Первое. Второе. Есть же люди, которые вышли из религии,
Например, уважаемый мной интересный батюшка, отец Александр Усатов, который вышел из православной церкви, будучи там в сане протоиерея, совершил камин-аут как гей и эмигрировал за границу, откуда ведет разоблачительный свой и интересный блог. Но ведь вот этот самый переворот произошел не внезапно, то есть был какой-то период, когда батюшка, условно говоря, в Бога уже не верит, все это для него является абсолютно какой-то чушь, но ему, во-первых, надо деньги зарабатывать, а во-вторых, элементарная инерция поведения. То есть он может принимать у тебя исповедь, венчать тебя своей спутницей жизни, крестить твоего ребенка, а в этот момент он уже находится на пути, который через неделю, послезавтра или через 10 дней приведет его к атеизму, к сатанизму, к материализму, вполне открытому, так что путь уже начался, поэтому рассматривать как стопроцентно мы не можем. Хотя я думаю, что такие стопроцентные гады, конечно, тоже попадутся. Поэтому нужно сдвигать по определенной шкале. От, условно говоря, метафизического, чисто искреннего, до метафизически абсолютно полного гада. Вот так мы будем разбирать. Это первый пункт. Второй пункт. Значит, как правило, действует вот эта очень неприятная, очень некрасивая ситуация. Потому что любой искренний проповедник, если каким-то образом он добился до того, чтобы его приняли в клир, то есть в число священнослужителей, в частности православной церкви, повторюсь, я рассказываю вам не о православной церкви, и уж тем более не РПЦ. Я рассказываю о механике, которая действует в любых религиозных сообществах, но на примере православия, в котором я эксперт. Значит, поэтому перед любым искренним верующим человеком, когда он становится священнослужителем, возникает бифуркация. Как правило, все идут вот по этому пути. То есть ему придется ломать свою душу, носить маску, которая прирастает к лицу и меняет его самого. Один раз не фантомас, значит, и постепенно второй, третий, четвертый, пятый раз человек меняется. А поскольку мы склонны идеализировать себя и свое прошлое, свое романтическое религиозное озарение, то зачастую мы даже и не видим, насколько далеко мы ушли в бездну лжи, самообмана, цинизма, материализма и всего прочего, что, в общем-то, не соответствует тем пунктам религиозности, с которых мы когда-то начинали свою даже духовную карьеру, если можно так выразиться. Поэтому, как правило, все проходят вот этим некрасивым путем. Если не этим некрасивым путем, то вот таким путем. Он красивый, но это путь в никуда, вовне. Поскольку напоминаю уважаемым зрителям, что разговоры про Бога в душе или Бога в душе – это не православные разговоры и вообще не религиозные разговоры. Религия – это системное мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. И религия не терпит инородных элементов, во-первых. Во-вторых, религия не терпит того, кто имеет право намерение отрицать хотя бы 1 из 100% того, во что верит религиозное это сообщество. Поэтому тебя просто ни за что не будут держать. Если ты во что-то не веришь, ты это скрываешь. Если что-то не принимаешь, ты это скрываешь. Потому что как ты только это обозначил, например, быть христианином и верить, например, в призраков, или в переселение души, или в то, что какой-нибудь еще из религиозных сообществ может подвести меня к моей религиозной цели. Говоря о христианах, это к спасению души. Вот, так что здесь четкие определенные грани есть, религиозники блюдут свои определенные границы, поэтому если только ты позволяешь их нарушать, тебя немедленно, даже не то, что пинка под зад дадут, просто создают условия такие, что тебе будет некомфортно, сам свалишь. Либо создаешь свое собственное религиозное сообщество, либо просто уходишь в никуда. Значит, так, теперь, собственно, мы об этих людях говорить не будем, будем говорить о тех, кто постепенно оскотинился, начал врать сначала другим, потом самому себе, или, что еще хуже, сначала самому себе, а потом другим. Ложь – это не единственное искажение истины. Вот из университетского курса по гносеологии, теории познания, определенная схемка, обратите внимание, речь идет о нарушениях истины. Грубо говоря, они бывают намеренные и ненамеренные. Все очень просто. Я хочу наврать или у меня просто так получилось. Если я хочу наврать, и вот в данный один какой-то случайный момент, мы называем это обманом. Если это системная, определенная, разноплановая ложь, имеющая намерение на тебя, то это клевета. Здесь уже все гораздо серьезнее.
поскольку здесь не объект спора является целью для лжи, а ты, если тебе клевещут. Ну и, конечно, самая главная форма нарушения истины, почему дьявол называют лукавым, а не лжецом. Это микс лжи и правды. Когда нам врут в глаза, у нас может сработать какой-то интуитивный механизм, и мы, в общем-то, так сказать, отбояримся от какой-то чуши, которую нам, очевидно, несут, даже сами не понимая этого. Выстроим некоторые подсознательные барьеры. Но если мы в наших ушах, перед нашими глазами смешивают ложь и правду, у нас и этот иммунитет не включится. И мы полностью все это потребим. Если мы посмотрим на немногочисленные слова дьявола в Священном Писании, то мы не найдем там ни одного пункта прямой лжи. Дьявол говорит правду, но вопрос того, как, в какой ситуации и с какой целью он эту правду говорит. Мы это называем лукавством. Кроме того, ложь бывает ненамеренная, когда человек довольствуется только внешней стороной какого-то того, чего он ищет, называют правдоподобием, когда он случайно оговорился, ошибся, описался, запнулся и прочее. Тоже речь идет о какой-то ошибке, которых хоть пруд пруди огромное количество. Если речь идет о том, что человек живет не в своем реальном мире, а в выдуманном, тем более, если мы будем рассуждать там, о мультиверсуме, о множестве миров и вариаций, как это популярно в эпоху постмодерна, мы говорим о фантазии. И то, что труднее всего заметить, когда мое постижение истины проходит сквозь некую призму, обусловленную культурой, к которой я принадлежу, государством, в котором я живу, моим возрастом, моим гендером, чем угодно, определенными привычками, воспитанием, вплоть до генетики, возможно, если действительно Стивен Пинкер прав, и генетика даже предрассудки определяет. Так что вот со всем этим мы с вами столкнемся, потому что манипулятор не только намеренно лжет, в его лжи могут встречаться и некоторые ненамеренные аспекты, которые он вполне сознательно может эксплуатировать. Большинство лжецов делятся вот на эти три категории. Те, кто просто нам врут с определенной какой-то целью, те, кто нас к чему-то ведут. То есть ему нужно не разово получить от нас что-то, чтобы мы сейчас зашли в храм и прямо сейчас поставили свечку. Или там прямо сейчас подписали свою подпись, поставили под каким-нибудь значит, общинным соглашением о принятии нового устава общины, снисшедшего от патриарха Кирилла, согласно которому уставу теперь он является главой каждой религиозной общины. Это клевета, провокация. Ну и, конечно, это хитрое смешение правды и лжи. Вот такие люди, как правило, мы их и видим везде. Поскольку, опять же, повторюсь, сегодняшняя религиозная интеграция – это не заставить ходить людей в храм и проставить длиннейшие службы. Сегодня при общении к религии для этого достаточно посмотреть какого-нибудь улыбастого батюшку на YouTube-канале, потратить на это свое время. Уж не говоря о каких-нибудь там донатах в его сторону, уж не говоря о каких-то мыслях, которые он вкладывает мне в голову. Это все глубоко вторично. Главное то, на что я отдаю свое внимание, свою жизнь, свое время. Способы манипуляции. О них я подробно говорил и примеры их приводил, текстовые и речевые, когда мы говорили... когда мы разбирали религию как способ манипуляции, пожалуйста. Сейчас мы их разберем более детально, но немножечко сначала отклонимся в сторону. Это основные способы, которые мы видим: искажение смысла, однобокость и так далее. Но внутри каждого из этих общих способов действуют определенные конкретные методики. Конкретные определенные маленькие механизмы, которые в разной комбинации дают нам разные способы. Цель манипуляции определяется способами. Но то, как комбинируются эти методы, какие на первый план, какие на второй план методы выходят, отходят, определяет нам этот сам способ. Но не будем здесь сильно в статистику, конечно, уходить. Самый простой и конкретный метод – это подмена понятий. Когда нам говорят о вещи, называют другим именем. Говорят не о том, что на самом деле перед нами. Говорят, придумывают какое-то совершенно иное значение очевидной вещи. Это первое. Второе – элементарная гипербола, например, когда у нас преувеличивают то, что нужно нам в первую очередь услышать. Не акцентирует внимание,
а именно раздувают определенную область какую-то, ничего абсолютно здесь не привирая. Или наоборот, преуменьшая какое-нибудь негативное воздействие. Это один и тот же способ. Когда перемещает внимание с центра на периферию или вообще отвлекает внимание от какого-то важного вопроса совершенно в какую-нибудь другую сторону, типа как на вопросе в том, значит, почему в православной церкви нет женского священства, практически все православные проповедники говорят, это не столь существенно. Давайте сконцентрируемся на теме нашего грехопадшего мира, на том, что свою душу готовить к спасению и так далее. Такой излюбленный метод. То есть это мы немножечко отвлекаем того, кто на нас смотрит, нас слушает. Это очень популярный метод запугивания. Не просто воздействие на эмоции, это эмоционирование, это отдельный момент, а именно запугивание. Поскольку если мы эмоционально достаточно бесстрастные люди, ну вот повезло нам родиться флегматиками, например, или, с другой стороны, может быть, мы просто достаточно образованы и умеем ставить барьер перед эмоциями. Когда он начинает визжать и брызгать слюной в глаза, мы просто отключаем определенное внимание по отношению к этому человеку. Так что эмоционирование может не сработать. А вот запугивание, оно интеллектуально. Когда нас подводит к тому очевидному, но очень нежелаемому результату, который не желаем для нас самих. И перед нами раздувает определенного демона нашего собственного ума. Потому что запугивание – это как раз интеллектуальный, а не эмоциональный метод, хотя для его достижения могут использоваться эмоции. Прямое искажение действительности, когда говорится то, чего нет, или наоборот, не говорится то, что есть. Вот это самый популярный, самый простой рубленый способ, и им пользуются, как правило, на очень недолгосрочной перспективе в какой-то, когда нужно добиться прямо сейчас какого-то результата. На длительной дистанции он не работает, поэтому толковые проповедники им стараются не пользоваться. Это, конечно же, дорисовывание рогов и хвостов определенным объектам, то есть добавление определенных излишних каких-то деталей, которые тоже меняют смысл. Это тоже искажение смысла, но здесь добавление определенных каких-то пунктов. Это, конечно же, излюбленный проповедниками переход на личности. Этот человек так говорит, потому что у него проблемы. Этот человек говорит так, потому что его подкупили. Вот, он кто говорит, видите, есть факты, которые свидетельствуют о том, что в данном случае ученый работает на Госдеп американский, и Госдеп ему платит деньги. А раз Госдеп платит, Госдеп чей? Американский. Америка кто? Враг. Значит, человек автоматически враг. И как бы он тебе не говорил 2 плюс 2 4, не верь тому, что 4. Это на самом деле не 4. Это без разницы что угодно, но раз этот человек сказал 4, а принадлежит к враждебному сообществу и по умолчанию врет, значит 2 плюс 2 равно сколько угодно, но не 4. Это переход на личности, говоря о человеческом возрасте, поле, комплекции, уровне образования, его личных каких-то возможных переживаниях, страданиях, которым приписывается на самом деле поиск истины. Просто человека из церкви турнули, и он обижен на нее, поэтому он нам сейчас все врет. То, что он сейчас говорит, это неправда, это нет в этом никакой объективности, это просто голос обиженного человека. Ну и, конечно, дегуманизация. Это отдельный метод, то есть мы лишаем, то, с чего я начал, мы лишаем человеческого достоинства того, о ком идет речь. Он демон во плоти, он носитель или представитель, земной агент неких инфернальных сил. Он фактически не человек. Это самый серьезный метод, как правило, ему предшествует очень длительная подготовка, потому что именно вот этот метод используется для того, чтобы верующий человек выстроил границы и барьеры между чужими, отделяющие его от чужих, отделяющие своих, которых он согласен терпеть, пусть даже они ему не нравятся, от того, кто не человек. Это важный момент, один из самых ключевых в любой религии, это сооружение барьера. Итак, вот эти все методы комбинируются в определенные способы, разберем по одному. Итак, искажение смысла. Вот опять же методы перед вами. На примере великолепного ролика уважаемого отца Скотаси, который в изобилии продемонстрировал нам все эти методики, мы некоторые из них с вами посмотрим и прокомментируем, для того, чтобы увидели, как именно это делается, для того, чтобы умели в будущем из речевого потока вычленять и анализировать определенные моменты и понимали, что у вас в данный момент сейчас вот на этом органе, кажется, налипли какие-то макаронные изделия. Итак, ну, во-первых, вранье. Пожалуйста.
этого самого, как мы видим, даже в его священническом, антисвященническом, антихристианском, антихристовом облачении этого самого Докинза. Видите, как почитают? Даже иконы его пишут. Безусловно, отец Катасий не может не знать, что это фото жаба, или в том, что это просто какое-то фанатское, юмористическое, ироническое творчество. Он сознательно приписывает неверующим людям, материалистам и сторонникам науки прямое поклонение Илону Маску или доверие тому, что Ричард Докинз, биолог, на самом деле свободное от работы время, ходит в рясе с перевернутыми крестами и совершает черную мессу. Это простые методы, которые рассчитаны на самых некритически мыслящих людей, но таких, извините, миллионы. Это книга Чарльза Дарвина, доказавшего происхождение человека от обезьяны. Хотя в конце жизни, как мы все знаем, конечно, Чарльз Дарвин на смертном, во-первых, был всегда благоговейным прихожанином своего англиканского прихода, церковным старостой, а при приближении кончины исповедовался и заявил о полном отречении от своей теории эволюции, объясняющей, что человек сам по себе произошел от обезьяны. В данном случае здесь идет речь о прямом вранье, которое при этом многоплановое. Значит, то есть комбинируется в область лукавства. Ну, во-первых, Чарльз Дарвин не утверждал в своей этой книге «Происхождение видов» о том, как возник человек. И, судя по отзывам его коллег, это все открыто в печати, в советское время это все было опубликовано, сейчас, например, вот в этой книге. По отзывам его коллег, он, на момент выпуска книги, он не был готов теорию происхождения видов применять к человеку, но впоследствии он к этому подошел сам. Так что в этой книге он про человека не писал. Значит, впоследствии он к этому пришел. А все остальное по поводу того, был он староста или не был, я уже про это говорил 100 раз, что церковная община в Великобритании до сих пор это административно-территориальная единица, а не клерикальная, не духовная. Во-первых. Во-вторых, все эти разговоры о том, что он покаялся при смерти там, и так далее, это все обыкновенное, очевидное, недобросовестное, тупое вранье. Потому что фактов, доказывающих это, нет. Если есть, пожалуйста, госпожа верующие, предъявите эти факты, которые можно проверить. То же самое про академика Павлова. Мало кто знает, что сам академик Павлов всю жизнь был верующим человеком, построил церковь на Нобелевскую премию, читал Библию все выходные на скамеечке и был похоронен с полным соответствием с чином православной церкви об усопших. И всегда сам честно и прямо засвидетельствовал о себе как о верующем. Целое исследование, посвященное тому, каким образом самого завзятого отпетого материалиста религиозники вписывают в свои собственные ряды и ему там чего только не добавляют в его концепцию, чтобы только обезкровить, обездвижить главного противника, потому что концепция Павлова – это материалистическая концепция высшей нервной деятельности, которая бьет в самое ядро, она уничтожает душу в религиозном представлении и сводит душу к совокупности реакций, не отделяет ум от тела. Наш ум порожден нашим телом, поэтому то, что мы думаем, чувствуем, включая высшие человеческие не только эмоции, а чувства, типа любви, жалости, сострадания, это является результатом нашей физиологической, анатомической эволюции. А как следствие, разумеется, это моральные ценности, которые вырабатываются в связи с нашими представлениями о равенстве, справедливости, любви, дружбе, собственности и так далее. Поэтому Павлов – это ядро материализма, причем сейчас происходит его заново переоткрытие. Поэтому религиозники достаточно долго изощряются в том, чтобы на него прямо врать, повторяю. Один из самых ярких примеров – вот эта книга для того, чтобы разобраться. Они врали всем. Говорили, прививку сделаешь, болеть не будешь. А оказывается, это совсем по-другому делаешь и не помогает. А еще и болеешь сильно, еще от прививки умираешь. Ролик насчет ковида здесь несколько сложнее. Уже ситуация здесь уже идет речь именно о преувеличении и преуменьшении на основе абсолютной какой-то лжи. Чиновники некоторые, а не научные деятели, действительно утверждали, что прививка от ковида спасает от смерти. Но это не так.
Достаточно просто загуглить, что такое вакцинация, чтобы вы увидели, что прививаясь, я не лекарство себе вкалываю, и никто из ученых этого не говорил. Это прямое вранье. Это лишь повышает мою устойчивость. Подобно тому, как занятие на силовом тренажере повышает возможность моего ношения тяжелой сумки. Так что в данном случае речь идет просто действительно, во-первых, о преувеличении, преуменьшении, во-вторых, об отвлечении внимания, об абсолютно бессовестном вранье и об гиперболизации некоторых аспектов. Слово является абсолютным авторитетом, как и у Чарльза Дарвина, у Альберта Эйнштейна и прочих ученых мужей. Его слово является мерилом, которым измеряют ученые абсолютно все. Вот авторитеты – это более серьезно, поскольку здесь уже многоплановая и сложная достаточно ложь, поскольку ученые не просто не поклоняются никаким авторитетам, в научной среде прикрываться авторитетом – это дурной тон, это нарушение одного из принципов чистого знания, сформулированных еще Фрэнсисом Бэконом, так называемый идол театра. Но здесь нужно отделять авторитет от научной компетенции. Если я кандидат философских наук, а ты химик, и ты начинаешь, не зная, что такое, например, там, бытие или квалия, мне нести какую-то ахинею, и я тебя просто-напросто останавливаю. Извини, приятель, я же с тобой не спорю на тему различия химической физики и физической химии. Поэтому не неси чушь и послушай меня, поскольку я компетентен в этой области. Поскольку действительно одно дело торговка с рынка, а другое дело Илон Маск. Одно дело таксист, а другое дело авторитетный политолог. Здесь речь идет не об авторитете, но то, что люди авторитет автоматически создают, это опять же свидетельствует о неслучайности какой-то. Все действительно разумно, все разумно действительно. Люди наделяют авторитетом, как правило, специалиста, но настоящий специалист этим авторитетом не пользуется, наоборот, и как Ньютон, и как Эйнштейн этим тяготится и стремится его, этот ореол снять с себя, этот нимб куда-нибудь перевесить подальше. Так что здесь две тонкости. Здесь действительно проявляется определенное лукавство. Есть авторитеты в науке, но прикрываться авторитетом, но это просто самое вопиющее нарушение научной этики в публикациях и в ведении каких-то дискуссий. Да, Дарвин сказал. Дарвин лучше разбирается, батюшка, в этом, чем ты. Но Дарвин, конечно, авторитет. Но то, что Дарвин сказал, это не означает, что он может ошибаться. Это глубинный водораздел, потому что своих авторитетов ученые уважают, но готовы их опровергнуть. Вот эта заложенная тенденция к перманентному иконоборчеству – это то, что отделяет ум аналитически мыслящий от ума религиозно ориентированный, который только стремится спрятаться за кого-то большого, найти себе нового папочку, который наведет порядок, и как Дед Мороз одарит меня незаслуженными какими-то дарами в этой суровой жизни. Кроме того, обратите внимание на следующий метод, следующий способ – это предвзятость формулировок. То есть, когда изначально перед нами дают определенным образом подготовленные понятия. И то, что мы встречаем, в эту рамку изначально загоняют. Гоголь об этом методе достаточно много писал, в особенности в своем знаменитом пассаже про нос. Вот. Итак, пожалуйста. Которая якобы объясняет все вопросы мира и пытается вытеснить христианское миросозерцание. Наука не объясняет все. Наука стремится объяснить все. Но наука всегда, с самого начала своего возникновения, еще при древних греках и заканчивая современными учеными, которых так мастерски дисквалифицирует отец Скотаси, типа Стивена Хокинга, Альберта Эйнштейна и прочих, наука утверждала, что все объяснить нельзя. Чем больше я узнаю, тем больше незнание передо мной открывается. Ученый – это не жрец, который нашел оптимальный способ упрощения мира. Ученый – это человек, имеющий определенную неограниченную страсть к тому, чтобы открывать и открывать и открывать новое, и никогда не останавливаться на достигнутом. Путь ученого – это бесконечный поиск, а не повторение догмы как какой-то мантры, которая помогает ему успокоиться, в отличие от религиозного сознания. Кроме того, наука никогда не была направлена против христианства, равно как и против религии. Настоящего ученого религии пофиг. Настоящий ученый стремится к другим вещам. Он против религии только когда в ключевых моментах религия становится против него и запрещает некоторые очевидные вещи. Утверждает, что люди не равны, хотя они равны.
утверждает, что женщина примитивнее или глупее, чем мужчина, утверждает, например, что люди генетически абсолютно одинаковые, поэтому все зависит только от их воспитания, утверждает о том, что, например, гомосексуальность является результатом действия пропаганды, утверждает и так далее, и так далее. Тем можно продолжать до бесконечности. То есть, когда мракобесие становится на пути ученых, вот тогда ученые на это мракобесие обращают внимание. Ну, либо если они на этом мракобесии, как ассенизаторы, сосредоточены постоянно, как ваш многогрешный слуга. Из 3 признаков науки 2 являются христианскими, а 1 является религиозным. Это вера во всемогущий разум, который может понять и объяснить все. Но то же самое. Ученые ни в какой разум не верят. Но есть нюанс, как в анекдоте. Безусловно, в науке есть вера. Но в отличие от религии, вера в науке другая и на другом месте стоит. Если религия основана на вере в сверхъестественное, вера – это убежденность, не требующая доказательств, то наука верой тяготится. Ученые верят, что они смогут найти те частицы, которыми заполнено пространство между нуклоном атома, то есть ядром, и оболочкой, состоящей из электронов. Некоторые уже нашли благодаря тому, что были движимы этой верой. Большую часть не нашли до сих пор, и теоретически обосновали лишь некоторые. Но ученые верят, что там эти частицы есть, они их найдут. Вера в науке – это то, без чего обойтись нельзя. Вера – это то, что мотивирует ученых, но не так, как религиозников. Вера – это то, что вынуждено, необходимо. Это вот такой тягостный довесок, как неумение видеть тех оттенков серого цвета, которые видит кошка, или различать белый, инфракрасный и ультрафиолетовые цвета нашими глазами. Поэтому мы доверяем, но стремимся от этой веры избавиться и заменить ее четким, проверяемым, доказательным и систематизированным, то есть упорядоченным знанием. Величайшие умы разных религий, конечно, они были, но они все были верующие. Про верующих ученых у меня отдельные есть длинный ролик, вот, пожалуйста, смотрите, в котором я подробно рассказывал, что самый главный способ здесь соврать все в кучу, преувеличить, преуменьшить, исказить смыслы и так далее, как это делают религиозные деятели. Потому что, ну, во-первых, грубо говоря, смотрите этот ролик, он более детально вам объясняет. Верующие ученые либо разграничивали очень четко жизнь религиозную и духовную, либо уходили в духовную жизнь, либо они были верующими, но если разобраться в том, как они веровали, они будут как минимум ужасно неортодоксальными людьми. Покажут, что они какие-нибудь алхимики, эзотерики и так далее, которые чисто по маске, по внешнему виду принадлежали какой-то определенной религии. То есть, если они задумывались о религии, они просто как Пастер разделяли свою деятельность на храмовую и лабораторную. Если не задумались, то они, как правило, и напридумывали там столько всего, что об этом страшно даже сказать, как уважаемый сэр Исаак Ньютон. На все вопросы, братья и сестры, есть ответы в Церкви Христовой. Вот здесь действительно абсолютная правда. Здесь отец Скотасий нисколько не лжет, он лукавит, но лукавит не в этом месте, а вообще во всем контексте. Потому что, да, ученый скажет тебе, я не знаю, но верю в то, что мы когда-то узнаем, надеюсь, что мы это сможем сделать. Простой священник из любого храма даст тебе полный и абсолютный ответ на абсолютно все вопросы. Религия – это тетрадь в клеточку, это декартовые координаты, где есть место любому поступку. И батюшка объяснит тебе все, начиная от того, как жить, где найти смысл жизни, быть счастливым, и заканчивая тем, что можно сегодня кушать. Поэтому если тебе нужны правдоподобные, внешние, наружные какие-то ответы для того, чтобы просто успокоить то, что в тебе еще пока что еще не издохло от юношеского пытливого ума, иди в церковь. Оценочность суждений. Похоже немножечко на предыдущий метод, но здесь речь идет о том, что вместо, грубо говоря, все наши суждения делятся на 2 основные категории. Это фактические и оценочные. В одном случае мы даем понятие вещи, то есть говорим, что это такое самое главное в применении предмета. Либо мы даем определение вещи, то есть чем этот предмет отличается от всех остальных. Во втором случае оценочные суждения мы рассказываем об отношении к предмету, моем,
субъективным, но субъект может быть и коллективным. То есть об отношении определенного общества, сообщества, класса, нации, эпохи, возраста к какому-нибудь предмету. Поэтому оценочные суждения очень распространены. Это определенный такой этос, грубо говоря, такая вот культурная мода, это некоторая традиция, это то, что витает в воздухе, из этого весьма трудно выбраться. Это то, что зачастую называют здравым смыслом, но никто не проверял. Сразу видно человека, который не знает, что такое духовное делание. Ум, как будто бывает такой чистый, истинный, справедливый ум, могущий хоть что-то в жизни понять. Даже сам факт своего наличия. А как же страсти? А Водорофей приводит множество различных чувственных натисков на наш с вами греховный ум. И помысел, и сочетование, и чего там только нет. В общем, никакого чистого ума просто не бывает. Это миф. Ума чистого нет. Да, это очень популярный иррационализм, который разделяет восточное и западное христианство в целом, который наметился, ну, буквально практически с самого начала существования, еще когда первые школы богословия формировались, так называемая Александрийская и Антиохийская, которые, вот, в общем-то, настаивали на том, что в одном случае мы можем определить, что такое Бог, а в другом случае мы не можем определить, что такое Бог, мы лишь определяем границы нашего незнания. И вот православие – это иррационализм. Почему православие популярно достаточно в США, например, в мире людей, уставших от общества потребления, от бесконечной жажды наживы, от бесконечной расчетливости и рассчитанности. Люди идут в пространство некоторой очень аккуратной дикости, где, в общем-то, много есть непонятного, где, значит, умом понять нельзя, стаканом общим не измерить и прочее. Нужно лишь доверять и вот бултыхаться вот в этом пространстве чего-то непонятого. Да, православие считает, что ум – это ничто, а есть червь, а не человек. По элику, что я могу там говорить? Лишь то, что мне кажется, лишь то, что мне мнится. И причем речь идет о принципиальном. Ум человека грехопадший и испорченный. Так что здесь, да, когда мы говорим рационализм, рациональность православному человеку, мы уже встречаем перед собой того, кто изначально по определению настроен не верить рациональным, рассудочным, упорядоченным и доказанным доводам. О том, что мы, священнослужители, пытаемся всю мораль перетянуть в область религии, как будто есть еще какая-то мораль, кроме религии. Ибо сказано Федором Михайловичем, если Бога нет, все можно, то какая тут есть мораль? Морали без религии нет. Да, тоже в своем видео о религии как неотъемлемость вопросом части культуры, я об этом подробно рассказывал. О том, действительно ли это так, действительно ли мы все поубываем друг друга без священного писания, без тех, кто от его имени ограничивает наши низменные страсти. Об этом много сегодня говорится и среди ученых, и среди философов, о том, может ли быть светское государство, светский секулярный мир со своими светскими ценностями и какое место в них религиозным есть. Эволюционный подход современный, научный, утверждает, что мораль эволюционна. Она, во-первых, развивается вместе с человеком, во-вторых, поскольку человек развивается непланомерно, не рационально, а различными витками, складками, изменениями, то мораль тоже в разные эпохи может признавать либо отрицать разные вещи. Религия лишь консервирует определенную какую-то мораль, которая закрепилась за обществом в наиболее стабильный период его существования. В этом сила религии, потому что она действительно старается в меру своих сил сделать людей более податливыми, более управляемыми, более спокойными. Иногда это нужно человеку, чтобы мой сосед не разбил мне голову с пьяну, но в большей части случаев, конечно, это нужно тому, без чего не может существовать религия, государство. Что представляет их образ жизни? Безумие! Если Бога нет, то все можно. Ничего святого нет. Они смеются и издеваются над всем, попирают все возможные рамки морали. Они нарушают правила. Вот он, Илон Маск, главный святой, икона которого была. Здесь, опять же, идет приписывание несуществующего. Светская этика, о которой мы говорим, это не выдумка ученых. Это то, что порождается обществом само по себе.
Об этом есть множество исследований, это не тема моей работы. Отдельно обращаю ваше внимание на те речевые картины, которые не удостоились того, чтобы я отдельно нашинковал из них ролики. Например, на тему самоубийц. Вот тоже часть выдается за целое. Нам показывается лукавый ход. Нам показываются действительно реальные ученые-самоубийцы, но без объяснения их мотивации, жизненного пути, их болезней, их вообще информирования о том, что с ними произошло, нам просто показывает количество ученых весьма авторитетных, таких как Алан Тьюринг, например. И дальше часть выдается за целое. Нам говорится, раз ученые такие вот были, значит, они все такие. Поэтому это батюшки же нам не показывают количество священников-самоубийц, хотя они есть. И мы лично их даже можем знать. В частности, я знаю. Нам не рассказывают про такие формы религиозного самоубийства, как, например, доведение себя до смерти измором, например, слишком сильным постом, неумеренной молитвой, каким-нибудь экстремальным паломничеством и прочее. Вот, так что вот само умерщвление плоти, доведение себя до состояния, в котором твой разум, порабощенный страстьми, уже не будет с тобой говорить и научить тебя отличать Б от С. Это уже по большому счету есть убийство. Но и даже в классическом моменте такие формы отложенного самоубийства, как злоупотребление алкоголем, как вождение транспорта на скорости, как применение различных наркотических, психотропных средств и прочее, то, что не существует в религиозных сообществах. Ну, давайте не будем брать друг другу. Если это не существует на общеизвестном уровне, то не значит, что это нет вообще. Что батюшки не вешаются или уж тем более не бухают до совершенно скотского состояния. По поводу Хокинга, конечно, это пассаж намеренно отвратительный, поскольку действительно так говорят. Действительно, перенесение внешнего на внутреннее с издевательством над человеком, с попыткой даже во внешнем облике увидеть демонические черты, такое встречается в религиозной среде гораздо чаще, чем вы думаете. И очень популярная сегодня в православии тема того, что болезнь есть наказание за грех. Это не вечный спутник православия, это относительно новая тема. Она встречается в церковной риторике в России, века, наверное, с 17-го, только раньше ее особо часто нельзя было увидеть, достаточно модернистическая. Но по большому счету это тоже одна из форм какой-то нетерпимости. Это у нас, говорит, есть научная этика, есть своя. А вокруг чего она? А вокруг пустоты, а ничего же нет, а Бога нет, все можно. А этот Хокинг, он писал, что в центре мира стоит? Дыры черные, где нет ничего. Что такое, по нашему вероучению, дыры-то черные? Это преисподняя. Это адское пространство, где огонь не утихает и червь не угасает. Опять же, Бога нет, значит, все можно. Раз мы ученые, во-первых, все опять же проходит через призму определенных понятий. Все чьи-то рабы, верующие рабы. Рабовладельческая религия, родившаяся и пропитанная рабовладельческим укладом, который от него не отказался до сих пор. Но если ты в исламе, это тоже отчетливо выражено, но если ты не раб Божий, то значит ты чей-то чужой раб. Ты не можешь никому не поклоняться, ты не можешь никому служить. Вот это отличительная черта православия, которая еще Чаадаевым была засвидетельствована. Она постепенно ушла из западных версий христианства, хотя кое в чем она осталась еще в католической церкви, но в православии она до сих пор. Если ты не раб Божий, то ты раб греха. Это все естественно, мои естественные страсти, мои естественные потребности, которые мне запрещают удовлетворять, я их чувствую. А Бога не видел никто же нигде же, якобы написано Иоанном Богословом. Но от имени Бога говорят вполне реальные, вполне конкретные деятели внутри организации. То есть организация мне заявляет, что если я – это я, если я хочу, чего хочу, если я думаю то, что мне думается, если я движим своей собственной целью к своим собственным идеалам, то я враг Господа Бога. Я враг этой организации и не имею права в ней находиться. И они, кстати, правы. Определенное число в религиозной организации есть те, кто могут позволить себе все, чего они хотят. Этот клуб не резиновый, растянуть его невозможно. И отдельно, конечно, стоит обратить внимание на картинки, где происходит визуальная дискредитация основных противников. Чарльза Дарвина,
Стивена Хокинга, о чем отдельно говорилось, где вроде бы как бы не производится издевательство прямого над человеком, иначе вы слушать такого не будете, скажете, ну ты хам, заткнись. А вот такая с экивоками издевательство. Хотя по большому счету отец Катаси нагло и цинично глумится над больным человеком. И более того, подспудно проводит мысль, что безбожие Стивена Хокинга – это болезнь, которая проявлялась даже снаружи. Поэтому вы дураки, если просто всерьез относитесь к нему. Пассажи, посвященные безумным выходкам Альберта Эйнштейна или Илона Маска, это конкретные деятели. В абстрактном смысле образы, которые приведены для того, чтобы визуально зафиксировать бессилие ученых, бьющимся лбом об стену. Согласитесь представить вот в этом же месте батюшку, который прям в своем клобуке и в рясе бьется лбом об стену, или об иконе, только он не молится и не прикладывается к ней. Один из методов – это перенос абстрактного на конкретное, соорудить картиночку какую-то, под которой мы понимаем нашего оппонента. Тот же самый метод предвзятой формулировки, однобокость интерпретации. Вот опять же гипербола, либо наоборот преуменьшение значения какого-либо. Он дает определение науки как деятельности и как знания, что уже, конечно, само по себе дико, как один и тот же предмет, как одно и то же можно определять и с точки зрения деятельностной, и с точки зрения вещественной. Достаточно популярная точка зрения среди религиозных деятелей, которые, ну, какую-то книжку в какой-то момент все-таки открывали и попытались в ней разобраться. Но поскольку разобраться в этом сложно, поскольку сами они, как правило, привыкли с другим материалом совершенно работать, у них и действительно нет никакого внутреннего напряжения и стремления свести концы с концами и разобраться вообще в этом. Наука требует интеллектуальной дисциплины, о которой, кстати, много писал академик Павлов в своей знаменитой книге об уме вообще, о русском уме в частности. Ладно, он дает критерии научности. И, пожалуйста, братья и сестры, полюбуйтесь этим огромным изобилием самых невероятных терминов, которые, как говорится, без бутылки не выговоришь некоторые. Для того, чтобы их понять, нужна, конечно же, специальная литература. А эта литература кем, собственно, издается? Правильно, этими же самыми учеными. И они нас ловят в ловушку своих собственных непонятных слов, определяемых, как в любом словаре, через другие непонятные слова. Ну, посмотрите, разве можно все это запросто и быстро объяснить? Предмет-объект, спецметоды, верификация и прочее. В голове у человека случается полный кавардак. Я этого не понимаю, значит, это неправда. Но вот если вы со мной вместе сейчас поулыбались над этим или даже хохотнули, это означает, что вы просто не присутствовали в религиозном сообществе, где на полном серьезе вот прям те же самые слова говорятся. В зависимости от среды, на которую идет сейчас упор. Ведь все-таки социальной основной средой, например, русского православия являются все-таки не бизнесмены средних лет и не молодежь, а стареющие женщины, как, собственно, во всей России. Поэтому добиваться какого-то внутреннего глубокого анализа понятий, от которых не привыкли и вряд ли вообще когда-то были знакомы, конечно, нельзя. Весь мир засыпали мусором всяким, отходами нефтепроизводства, пластиком этим, который никогда в жизни не сгниет. А решили проблему голода? Нет, только усугубили ее. По поводу пластика, это больная тема. Потому что это тема, которая стала основой для более серьезных и масштабных спекуляций в духе Германа Стерлигова на тему колдунов-ученых, которые сделали все самое худшее в нашем мире. Потому что это действительно так. Действительно, до научной революции в Англии люди массово не умирали от рака. А как появились заводы с паровыми машинами, пароходы в дальнейшем, паровозы и прочее, так и люди от рака начали умирать. Мы опустим только один момент, что продолжительность жизни увеличилась, и люди стали доживать до того порога, после которого по статистике чаще всего начинаются онкологические заболевания. Мы эту нюанс опустим, и получается действительное. Вот вполне такой себе достаточно примитивный, но вполне используемый, главное, работающий словесный трючок.
Если мы разберем то, что вызвало их загрязнение почв и воды Мирового океана, загрязнение воздуха, климатические различные проблемы и так далее, то мы обратим внимание, что ученые, конечно, что-то изобрели, лежащее в основе всего этого, но запустили-то две силы, которые использовали ученых, но не являются учеными сами. Это государство и корпорации. Именно они сделали и делают дальше наш мир непригодным для жизни. Но они дают деньги ученым на их исследования. Получается так называемый парадокс Эйнштейновской бомбы. Сначала тебе государство дает деньги на бомбу, ты ее создаешь, а потом начинаешь слезы лить из-за распространения ядерного оружия. Это действительно так. Здесь отец Катаси прав. Что такое эволюция? Никто из них не объясняет. Она действует, она ведет к определенной цели куда-то, она отбирает что-то. Я спрашиваю, эволюция – это Бог, что ли? Бог – это эволюция? Они нет. Бог – это не эволюция. Эволюция, она нечаянная, она случайная, она знает, что делает, и в то же время ничего не знает. Пассаж по поводу эволюции и Бога, значит, здесь все, наверное, конкретные методы собраны вместе воедино, в одну такую большую кучу, и подмена понятий, и запугивание с сатаной, и приписывание ученым какой-то силы. И когда ученые говорят про эволюцию, они говорят о ней не субъектно. Эволюции нет, равно как в мире там нет конкретной субъектной любви. Нет какого-то места, где течет в русле дружба. Нет какого-то камня, от которого можно отколоть кусочек под названием справедливость. Это абстрактные понятия. И эволюция – это тоже абстрактное понятие, которым мы называем некий природный механизм. В автомобиле нет езды. Езда – это то, что с автомобилем происходит или не происходит. Обратите внимание на все вот эти методы, конкретные перечислены, и кроме парочки из них, вот в этом пассаже они были использованы для того, чтобы приписать ученым то, чего нет на самом деле, преувеличить внимание на определенном каком-то аспекте, чтобы запугать, отвратить вас и в дальнейшем сказать что-то уже о себе положительное. К намекам и эвфемизмам. Здесь уже начинается пространство для эмоционирования, поскольку по большому счету, практически любая проповедь, она строится по определенным лекалам. Сначала тебе объясняются определенные факты, потом эти факты доводят до эмоционального накала, и впоследствии этот эмоциональный накал превращается в очень эмоционально и мотивирующий вывод. В отличие, например, от эссе, в отличие от рассказа, новеллы, какой-нибудь проповедь строится таким образом. Она начинается якобы с безучастной фактологии, а потом превращается в какую-то истерику. И кликушески оформляется определенный вывод, ты уже к этому подготовлен, и ты его впитываешь в себя, и он тебя бодрит. У тебя выделяются определенные гормоны. Это тоже отдельно, пожалуйста, тема. Смотрите, о биохимическом и психиатрическом фоне, влияющем на религию. Дети, последний час, и как вы слышали, что антихрист грядет, и теперь появилось много антихристов, отсюда и знаем, что последний час, они вышли от нас, но не были наши. Вот это самое начало речи отца Скотази, где изначально почему-то нам говорят про антихриста, про детей дьявола. Потом нам говорят про ученых, и у нас сознание автоматически происходит их соединение. Судя по некоторым его замечаниям, он весьма неплохо осведомлен о внутренней жизни нашей с вами Святой Церкви, что позволяет ему особо злобно и злостно ее критиковать. То, о чем говорилось раньше, переход на личности. То есть человек говорит не просто так, а потому что у него там были проблемы, ему там заплатили, он агент каких-нибудь сил. Поэтому то, о чем я говорил раньше, человек не чист на руку. Поэтому если он говорит, что 2 плюс 2 равно 4, в реальности, в религиозной, 2 плюс 2 равно сколько угодно, только не столько, сколько этот человек говорит. И премия всех премий, это их сакральный атрибут. Нобелевская премия, которая даже ритуал вручения, он преисполнен различными определенными обрядами, тайными знаками, символами, в которых даже при беглом взгляде угадывается что-то масонское, что-то антихристианское. Вот здесь мы уже увидим популярные такие зачатки уже дальнейшей конспирологии, которая очень близка к религии, религия им подпитывается. Христианство вообще антисемитично.
но в православии, в особенности с XIX века, а сейчас при возрождении, вот якобы того вот дореволюционного православия со всеми этими масонскими боязнями, со всеми этими сионскими протоколами, снова возникает эта боязнь каких-то страшных закулисных деятелей, которые там сидят, какие-то рептилоиды, и замышляют против нас чудовищные вещи. Кто еще наравне с ними там торжествует? Содомиты, которые через этих ученых только и ждут, чтобы к нам пройти в нашу Русь святую. Ну и это, конечно, самое главное пугало для современной идеологии, тем более поддерживаемое государством, поддерживаемая гомофобией, которая фактически является едва ли не национальной идеологией сейчас. Потому что если мы начнем последовательно разбирать все пункты, согласно которым доводить до конца все пункты, выставляемые Западу как упрека, почему Европа это плохо, почему западный путь развития неправильный, то любой из этих способов нас приведет к тому, что да потому что они спят и видят, чтобы разрушить наши семьи. И в данном случае отец Катаси, конечно, мимо тренда, конечно же, не прошел. Это отличительная черта, конечно, современного российского неоправославия, ну, в первую очередь. Не только российского, и не только православия, и не только христианства. Современная религиозность традиционная, вот этой темой озабочена больше, чем чем-либо остальным. На эту тему я отдельно потом собираюсь сделать ролик о гомосексуальности в церкви. Хотя отец Александр Усатов и так достаточно много сделал все это. Смотрите его блог. Ну и последний аспект – это агрессивность. Не агрессия, как намеренное ударяние тебя кулаком по лицу, а агрессивность как само намерение. Для того, чтобы батюшку не обвинили в экстремизме, не посадили в тюрьму за нарушение гражданского уголовного законодательства, он этого делать не будет. Он создает определенный эмоциональный фон, в котором действуешь ты, и который тебя к определенным действиям подталкивает. А дальше все зависит сначала от успеха проповеди, от умения правильно комбинировать рациональные доводы и эмоциональные различные страхи, которые в том, кто слушает, постепенно доводить до накала, это первый момент. Второй момент – элементарный переход из количества в качество. Потому что когда истерика становится массовой, и когда эти люди постепенно захватывают общество, не обязательно политическое, они могут захватить его информационно, вот тогда меняется представление о здравомыслии. О том, что можно, а чего нельзя. Если историю изучать, мы можем найти примеры того и в Афганистане последних 20 лет, и в исламской революции в Тегеране в 1979 года, того, что очень уважают, и того, к чему стремятся современные неоправославные, так сказать, патриоты. Вот этот вот неоимперскость, все это неоевразийство, вся эта неоопричнина, вся эта попытка переиграть историю, вот она строится на постепенно наращиваемой и на наших глазах выпускаемой наружу агрессии, которая проявляется в дегуманизации, в обесчеловечивании своего противника, в лишении его тех чувств и качеств, которые есть у меня самого. Жалости, сострадания, любви к детям, любви к другим людям, уважению к собственности и прочее, того, что делает нас людьми. И вот эта рыба с лапами и с богохульной надписью вместо «Икфис Иисус Христос, Божий Сын Спаситель», они пишут «Дарвин» и обвешиваются сами в своих безбожных, антихристианских, скепсисом преисполненных персонажей. На машины уже делают наклейки, чтобы узнавать в богомерзком обществе друг друга. Последовательный православный даже в баню не идет без креста. Он либо перебрасывает его на спину, где он на загривке не обжигает, либо по старому канону он надевает сначала деревянный крестик, который не обжигается, потом снимает металлический. Вот, то есть крест для христианина очень важен. Вспомним хотя бы тему церковного раскола, где попытались заменить крестное знамение и сменить 8-конечный православный крест на 4-конечный западный. По аналогии видим, то есть поскольку все православные носят крестики, нам натягивают опять же эту мысль, дескать, определенного сатанинского знака. Посмотрите, братья и сестры, эти их символы. Они говорят мирный атом. 3 нуля.
сливаются вместе. Смотрите внимательно, в какое число? Да, в число, которое, опять же, в Апокалипсисе апостол Иоанн Богослов говорил: имеющий разум, сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число же это 666. Ну вот здесь мы видим кликушество нарастающее и нарастающее постепенно. Вот определенно символический ряд, изначально непонимаемый, но страшный, которые видели это число зверя и в штрих-кодах, и в ИНН. И это постепенно переходит в мейнстрим. Так что это далеко не так безумно и идиотски, как вам кажется. Они только сеют разлад, разврат и распад. Все, друзья, мы перешли фактически к фазе расстрела, то есть если человек не соответствует определенным правилам, которые озвучил сам проповедник, этого мы не услышим в университетах. Это мы видим на религиозных сайтах, YouTube и Telegram-каналах. Это мы видим и слышим на проповедях. Причем далеко не всегда на тех, которые удается записать и выложить в интернет. Хотя отцу Андрею Ткачеву это удается. Это лучшая иллюстрация для того, вот, о чем отец Катаси говорил. Вообще, мне кажется, что отец Катаси во многом является компиляцией такой своеобразной, вобравший в себя в разном процентном отношении и отца Артемия Владимирова, и отца Андрея Ткачева, и даже отца Андрея Кураева и прочих деятелей, о которых также отдельно говорилось в моем ролике о типологии. До того дошли они в своем обнаглении на грехопадшем Западе, где им вольгота, где они власть захватили, творят, что хотят. Они уже статуи для поклонения сатане ставят. Вот как в Арканзасе стоит. Поставили, говорят, кланяйтесь. Вот перед нами экстатическое завершение. Перед нами напряжение до предела. Все достигло своего абсолютного конца. Ученые на самом деле сатанисты. А теперь представьте себе, что если мы как-то запустим каким-то образом фантастическим процесс забывания того, что мы только что услышали и увидели, и если бы мы начали с этого, да любой маломальски нормальный, даже верующий человек, ну просто отключил бы. Что это за чушь такая ведет здесь? То есть для представления о том, что твой противник не просто дегуманизирован, он является слугой и деятелем дьявола, для этого все предшествующее нужно было рассчитать. Мало какие ученые столь планомерные, рациональные и целеустремленные, как религиозные деятели. И тут, конечно, нам, ученым, нужно пожелать того, чтобы мы были не так зациклены на определенных деталях нашего исследования, не дающих нам увидеть полную картину определенную, не были столь избирательны, не были столь непренебрежительны к тем, кто нас слушает, не были бы внимательны к популярному изъяснению своих доктрин, как это делают служители культа, которые проводят каждый раз весьма серьезную работу, чтобы все практически, что представляет угрозу религиозному сознанию, довести до последнего, предельного и весьма эффективного отрицания. Ну и после этого, конечно, чтобы уж совсем в людоедстве тебя не обвинили, ставится ширмочка, которая прикрывает клыки, с которых капает кровь, для того, чтобы изобразить из себя мирных и добрых. Все-таки религия любви. Ну и, в общем-то, зачем все это нужно? Также в ролике про религиозную манипуляцию я рассказывал о шостромовском определении типичной жертвы манипулятора. Мы видим здесь те черты, которые мы можем изменить, и те черты, которые мы изменить не можем. Как сказал Аристотель, если ты не будешь думать своей головой, то за тебя о твоей жизни будет думать другой человек. Быть рабом – это плохо. Поэтому, друзья мои, включаем головы, разгибаем книги, включаем планшеты и стараемся развиваться. Потому что иначе вместо нас, нашими жизнями будут управлять совершенно другие нечистоплотные и весьма нехорошие люди, которые поступили хуже, чем если бы они вторглись в нашу постель, в наш холодильник. Хуже, если бы они вторглись в наш сейф и банковский счет. Они вторгаются в нашу душу, в самое интимное, святое святых. Откуда их потом будет, очень-очень трудно вытащить. Это первое. Второе, мы даже и не поймем, что вместо нас там царствует кто-то другой. Затем все. Ссылки для донатов, различные реквизиты находятся здесь в описании.
Спасибо за внимание, друзья. До новых встреч!